Люди имеют претензии друг к другу, и это связано с нашим мировоззрением, которое часто строится на картинках, которые нам навязывают телевизор, это стереотипы, социум, родители или мы сами. Очень часто мы не знаем тех людей, с которыми живем. И то место, где мы живем, мы его придумываем. То есть на самом деле мы любим человека, которого мы придумали, а когда мы вновь оказываемся рядом с этим человеком и узнаем в этом человеке его настоящего, в этот момент у нас происходит разочарование. Очень часто мы не любим того человека, который рядом с нами, а любим того, кого придумали. Они отличаются между собой. Эти два человека могут быть совершенно разные. Естественно, мы обычно верим больше своему сердцу, и внешне это выражается в претензии. Допустим, человек, развиваясь, начинает думать, что муж хороший, он хорошо относится и так далее. Или муж думает, что там моя жена красивая, она самая лучшая. Потом они оказываются друг другом дома. У мужа появляются претензии, потому что он не видит ту придуманную женщину, которую он не видит на протяжении дня. А женщина не видит того придуманного мужа, которого видят они на протяжении дня у себя там, в душе и в сердце. И у них появляются претензии друг к другу. И они начинают друг друга воспитывать. Говорить, там, а ты должен быть вот таким, а ты должен быть вот таким. Как с этим возможно вообще справиться? Бывают ли какие-либо методы, которые могут это убрать? Нужно просто понимать, что мир, в котором мы проживаем, он не идеален. А также люди, которые с нами проживают, они тоже не идеальны. Иногда человек даже может сказать, все, мне так все надоело, я ухожу в лес, ухожу в монастырь. Это связано с тем, что, скорее всего, он дофантазировал свой мир. Он сделал свой мир для себя, дофантазировав его до совершенства. То есть в его фантазийном мире муж обожает женщину, дети послушные. Так иногда происходит, как бы увеличивая эту фантазию, когда женщина начинает рассказывать другой женщине о том, какая у нее прекрасная семья, или начинает думать о том, какая у нее прекрасная семья, нафантазировав себе или взяв за пример какую-нибудь стилизованную такую программу, которая внушалась ей, допустим, там, через кино или там, через какие-нибудь книги. И женщина себе дофантазировала своих идеальных детей, своего идеального мужа. И после чего начинают они друг с другом вместе общаться, жить. Сейчас во время карантина общаются. И вдруг она понимает, что этот мужчина, который рядом с ней живет, это не то, что она себе нафантазировала. Далеко не то, что она себе нафантазировала. Что дети не такие, как она всем рассказывает. Что вообще она живет и что-то не так. И когда пытается изменить этих людей, она пытается их как бы логически привести к тому, чтобы было все идеальным. Но дело в том, что ее обучающие программы уже делали их не идеальными. Таким образом, для нее идеальный мужчина может быть одного формата, а идеальный мужчина для себя может быть другого формата. Таким образом, нужно понимать, что человек, который фантазирует, или человек, который додумывает, идеализирует, как обычно это принято делать, обычно сталкивается вот с такой драмой душевной, чувственной. Сознание воспитывает чувства, а чувства не могут ничего с собой сделать, не видят той картины, которая внушалась человеку, и он после этого начинает ощущать претензии или проявлять свои претензии к окружающему миру. Сегодня нечаянно я увидел видео мужчины, который очень популярный семейный психолог, как он себя называет. И он очень активно рассказывает, там, оскорбляет женщин, ну, в общем-то, говорит где-то правильные вещи, где неправильные вещи и так далее. Вот, но в целом его советы, это, знаете, похоже на, там, я не знаю, как машину достать из снега, ну и вот, дайте совет. Он говорит, ну вот совет, трактор надо. Ну трактор надо, это всем понятно, а поконкретнее, как же это убрать? Знаете, когда я смотрю на советы людей, которые занимаются советами и дают эти советы, то они похожи на какие-то очень обширные советы, там где-то выглядит так. Как заработать много денег? Работай больше. Разве это совет? Ну и второе, разве он неправильный? Ну по идее, если зарабатывать больше, то нужно и работать больше. Да? То есть совет такой общий, и этот совет в общем-то ни о чем. Я могу сказать
что есть нюансы такие, которые можно одним нюансом каким-нибудь или одним советом изменить жизнь супруги и супругу. Это на 100% эффективный совет. Смотрите, когда мужчина с женщиной начинают жить, то в какой-то момент почему-то они начинают искать что-то плохое в том человеке, с которым они живут вместе. Неправильно стал, неправильно сел, неправильно выглядит, неправильно дышит, неправильно пахнет, неправильно выглядит, неправильно делает, неправильно поступает и так далее. Но это все приведет рано или поздно к разрушению отношений. Что нужно сделать? Нужно тумблер переключить. Каким образом? Когда вы ищете что-то плохое, начинайте видеть в этом человеке что-то хорошее. Старайтесь увидеть в человеке что-то хорошее. Сначала в близких, потом в действиях, потом в мире, потом в поступках своих, во всем. Старайтесь видеть что-то хорошее, находить что-то хорошее, старайтесь это подмечать. Так человек переходит на светлую сторону мира, и это один из путей, открывающий человеку бесконечные возможности и к семейному благополучию, и к общему восторгу, и к счастью, и так далее. Во всем ищите хорошее, не ищите во всем плохое. Начинайте с себя и близких. Это очень дельный совет. Я считаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, более долбанутые, чем люди, которые не занимаются эзотерикой. Почему? Очень давно в эзотерике, как бы со времен Луизы Хей, со времен, я не знаю, там их много было, трансерфинга реальности, фильма «Секрет», говорится о некоторых методах самовнушения. Если рассмотреть данные методы самовнушения, которые фактически являются обманом, программированием человека и его жизни, становится понятным, что человек, который так программирует свое сердце или так программирует свои чувства своим сознанием, а сознание подчиняет чувствам, что в дальнейшем находится в неком иллюзорном таком компоненте, с которым приходится ему выживать. И он становится более уязвимым. Как это обычно происходит? Я умен, я красив, со мной живет самый любящий муж, там, я абсолютно здоровая. И потом в настоящей жизни человек начинает сталкиваться с тем, что нарисованный мир меня обожает абсолютно мой муж, я в это верю. После этого муж начинает обижать, у этой женщины появляются претензии к этому мужу и появляется столкновение. А так бы никто не обратил внимания. Так бы не обратил внимания никто на то, что там не умна и не здорова, и муж нелюбимый, не обратил бы внимания. Жизнь была бы, потому что неидеальная жизнь может под собой подразумевать и не идеального мужа, и не идеальное здоровье, и не идеальное. Почему? Все прекрасно в том, что оно разнообразно. И, конечно же, когда появляются такие семьи, и у них появляются эзотерики, которые начинают себе внушать, что я там богатая, я умная, у этого человека появляется обострение на фоне того, что он сталкивается с тем, что он и не богат, и не умен, и кто-то ему об этом говорит, и он сам в это попадает, и потом говорит: нельзя мне это говорить. Почему? Потому что настроен я на то, что я знаю, что я уже умен и богат. Ну как же ты умен и богат, если ты себя обманываешь? У человека появляется дилемма, он говорит: ко мне так относятся и говорят, что я не умен и не богат, потому что плохо ко мне относятся. Этому человеку нужно измениться и говорить мне: я умна и богата. Но он же не знает, этот человек, что вы напрограммировали себе именно это. Именно поэтому человек должен понимать, что программирование лжи не нужно делать. Совершать такие ошибки не стоит. Не стоит говорить: я там сегодня заработаю, там, сегодня у меня есть там $1 000 000 США, но это же неправда. Или там я красивая, но это же неправда. Или там меня ждет любимый муж, но это же неправда. Но, как говорится, это должно принести в жизнь именно то, что ты проговариваешь, что у тебя есть сегодня. И это неправда. Почему? Потому что это ложь. Так человек обманывает себя и обманывает мир, в котором он проживает. Опять-таки,
Если человек себя обманывает, то у него будут падать силы. Почему? Для того, чтобы силы появились у человека, он должен знать, откуда бежать и куда направляться. А для того, чтобы куда-то направляться, нужно ставить себе задачу. Говорит, скоро у меня будет это. А теперь, когда я хочу этого, нужно ставить задачи. Как же этого достигну? Раз, два, три, четыре, пять. Но опять-таки, как же он может поставить задачу, если он говорит, я уже богат? Тогда для того, чтобы поставить задачу, он должен сказать, я очень беден, мне не хватает на то-то. Это мой старт. А скоро у меня будет это. И тогда между тем, что я беден сейчас, и тем, что у меня очень скоро все изменится, я начну шевелиться. Это и называется бежать. Или называется иметь точку отправления, посадочный центр, допустим, корабля. И точку движения, это задачу, которую человек себе ставит, или на карте обозначена там конечным пунктом, куда корабль должен доплыть.